Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами посмотрим, докуда все-таки дошла вода по Северо-Крымскому каналу. А дошла она до первой насосной станции, или до станции насосная, ее еще так знают. Вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, потому что будет много чего интересного из Крыма. Ну а сейчас мы здесь прогуляемся и посмотрим, как вообще здесь обстановочка. Ветер сегодня очень сильный, так что полетаем совсем немного. Ну, я думаю, что будет все понятно и видно, как и что оно здесь выглядит и работает. Ну, конечно же, территория ухоженная, все в порядке, газончики подстриженные, дорожка чистая. Ну, а теперь пройдем туда и поближе к насосной станции, и там посмотрим, что происходит. Все-таки подойдем к самому Северо-Крымскому каналу. Он в данный момент перекрыт на насосной станции. Это, конечно, будет видно очень хорошо с воздуха, когда я слечу на дроне. А находимся мы с вами, друзья, возле села Дружное Джанкойского района. Если брать по течению Северо-Крымского канала, то вода уже прошла мимо Джанкоя. Так, вот мы и дошли до самой насосной станции, друзья. Она находится в той стороне, вон то здание, она и есть. Конечно же, мы сейчас взлетим. Очень сильный ветер. Дрон, чтобы не сдуло, я сильно далеко залетать не буду, но все будет, надеюсь, понятно. Сверху оно всегда лучше видно. Тут, кстати, перед насосной станцией установлены вот такие вот решетки, которые чистят Северо-Крымский канал от всего мусора. Вот эта трава, когда, получается, по течению приходит на эти решетки, они включают, и, как мы можем видеть, уже включали, и трава поднимается. И с той стороны по мостику ее всю убирают. Насосная станция Победная. Это первая насосная станция, которая с главного водозабора на Каховском водохранилище. И вода идет самотеком на протяжении 208 километров. Сама насосная станция служит для подъема воды на высоту 9,5 метров. Ну а на протяжении всего Северо-Крымского канала установлено 3 насосные станции. К примеру, вторая насосная станция поднимает на 28 метров в высоту, и третья на 80 метров поднимает воду. Насосная станция была построена в 1966 году. На протяжении водной блокады станция содержалась практически в идеальном состоянии. Находится насосная станция у села Дружное, рядом с Джанкоем, и от этой станции уже и зависит земледелие Крымского полуострова. И почему же, друзья, здесь вода перекрыта и не поступает на восточную часть Крыма по Северо-Крымскому каналу вода? Друзья, все потому, что в данный момент в ту часть Крыма вода подается из Белогорского водохранилища, и плюс еще артезианские источники. И та часть Северо-Крымского канала обходится без Днепровской воды с апреля 2014 года. А в январе 2015 года та часть Северо-Крымского канала начала использоваться круглогодично. Так, и вот еще одно ответвление идет на Азовский рисовый канал, или Азовский его еще знают. В нем вода уже есть, сейчас мы это все посмотрим с вами. Как мы видим с вами, вода все-таки идет в него. И потихоньку его наполняет. И вот, друзья, сверху очень хорошо видно, как отходит ветка Азовского рисового канала от Северо-Крымского канала. То есть в данный момент решили позаполнять сначала каналы, ну а в дальнейшем уже и запустят дальше по самому Северо-Крымскому каналу воду. И вторая причина, почему на насосной станции дальше не пускают воду по Северо-Крымскому каналу. Как заявил глава Крыма Республики Крым Сергей Аксенов, в Крыму планируется возобновить производство риса. Больших проблем с восстановлением отрасли в регионе возникнуть не должно. А еще есть такая информация. Несколько крымских предпринимателей планируют уже в этом году начать производство риса. И об этом в ходе заседания Государственного комитета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий сообщила в Рио министра сельского хозяйства республики Алиме Заридинова. По ее словам, хозяйства уже начали закупку семенного материала, и поэтому, друзья, и заполняются в первую очередь рисовые каналы.
И вот по вот этим рейкам можно посчитать, сколько здесь воды. Каждая рейка получается 1,5 метра. Там уже несколько затоплено. Сейчас здесь глубина в этом канале получается около 4,5-5 метров. Ну что, друзья, это мы сейчас с вами продолжаем ходить по Азовскому каналу. И здесь есть две метки написаны. Нормальный уровень и форсированный. То есть, когда метка поднимется, вода поднимется до метки нормальный уровень, вон там, как вы видите, синенькая снизу, то это будет уже считаться, что этот канал полный. А когда уже дофорсированный, то это уже вода лишняя. И это, друзья, еще не вся днепровская вода, которая поступает в Крым. Есть еще и другие каналы, по которым вода тоже расходится по Крыму, как по артериям. Ну что, друзья, вот мы и выяснили, докуда уже вода дошла на Северо-Крымском канале. Надеюсь, видео вам понравилось. Конечно же, напишите комментарий, чтобы я об этом узнал, понравилось вам это видео или нет. Конечно же, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Будем ездить по Крыму, смотреть, что происходит, красивые места и все остальное. И еще нам осталось выяснить, куда все-таки девается вода из Северо-Крымского канала. Она все-таки прибывает. На Победной станции она перекрыта. Значит, нам нужно поехать на Раздольнинский канал рисовый и посмотреть там, как оно наполняется. А это, друзья, уже в следующей серии. Так что, друзья, до новых встреч, всем мира и добра. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!